Приветствую вас, друзья! У нас прогноз для водолеев, вторая декада декабря. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что ожидает водолеев в период с 10 по 20 декабря. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов, получим советы от оракулов, и в конце расклада у нас будет маятник. Он ответит на ваш вопрос, да или нет. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Что у вас? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. И что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность. Водолей, вторая декада декабря. Или на чем-то Ленорман хочет сделать вам акцент. Да, ну смотрите, здесь сюрприз, неожиданность. Кому-то очень хочется уже сорваться с места и куда-то отправиться. Это может быть и переезд, это может быть и иммиграция для кого-то, или путешествие. Просто съездить в какую-то поездку, в путешествие. Но стоит вот эта гора, которая вас не пускает. Если вы здесь делаете какой-то судьбоносный выбор для вас, важный, то гора говорит, что пока не торопитесь. Есть еще очень много преград у вас на пути. Но я думаю, больше здесь связано что-то с каким-то перемещением. Якорь, да, это стабильность, но это еще вот эта заякоренность, и нам очень сложно его сдвинуть. Ну а развилка это может быть или выбор, или это дорога. Да, ну может быть из-за того, что происходит в мире, пока что-то вам придется отложить. Ну, мы смотрим опять же 10 дней. Хорошо, в начале этих 10 дней у вас ложится восьмерка пентаклей. Но восьмерка пентаклей всегда показывает какое-то предполагаемое или уже запланированное начинание. То есть вы над чем-то сейчас очень усердно трудитесь. Это могут быть отношения, какие-то ваши замыслы. Может быть, это еще работа, бизнес, какие-то проекты. У кого-то может быть здесь начало, например, строительства, ремонта вашего дома, квартиры, там, где вы проживаете. Но еще восьмерка пентаклей может указывать на удачный шанс заняться новыми делами, которые доставят вам удовольствие. И при этом вы получите плоды своих усилий. Но вот по восьмерке вот эти успехи или вот эти достижения вы получите не так быстро. То есть здесь как бы карта говорит о том, что процесс будет развиваться, но шаг за шагом. И самое главное здесь обращайте внимание на детали и какие-то мелочи, которые вы можете упустить. Ну и, конечно, стремитесь к завершению этих дел, которые вы здесь начинаете. Еще советует карта, если вам сложно вот это вот новое начало затеять, может быть, надо с кем-то встретиться, составить разговор, может быть, заручиться чьей-то поддержкой, каких-то влиятельных людей, ну или людей, все-таки тут пентакли, да, людей, может быть, обеспеченных. Для тех, кто в отношениях или в браке, здесь ложится паж пентаклей. Здесь вот тоже что-то вы закладываете, какую-то финансовую подушку безопасности. Может быть, вы вкладываетесь, там, дачу какую-то купили или земельный участок, на котором затем построите дом. Кто-то, может быть, начал делать ремонт, то есть вкладываться в свое жилье. Если вы еще находитесь в отношениях,
то здесь есть очень хороший фундамент для долгосрочных, серьезных отношений. Еще карта может показывать для семейных водолеев это вкладываться в свое обучение, в обучение детей. Может быть, какие-то курсы, преподаватели, чтобы ребенок получил хорошее образование. Давайте посмотрим. Я говорю, здесь или двое детей, и вы сейчас поглощены заботами о детях, или здесь планы какие-то по строительству, ремонту. Но Луна может говорить, что что-то вы переживаете или слишком много эмоций. Тут или страхи за ваших детей, или что-то вы хотите воплотить, ну, пажи. Пажи — это не рыцари. То есть очень много задумок, но очень много преград. Еще здесь выбор, конечно. Тут у кого-то выбор между двух партнеров. Ну, не знаю, пажи все-таки это дети. Может быть, кто-то из водолеев хочет ребенка куда-то отправить учиться, например, за границу. Но Луна — это то, что от нас скрыто. Это какая-то сложная ситуация, и у нас нет всех нюансов этой ситуации. То есть получится, не получится ребенку куда-то уехать. Потому что стоит вот эта гора. Так, сейчас. Все-таки я думаю, что какие-то вопросы связаны с вашим домом. Может быть, у кого-то из водолеев родился только-только ребенок, и вам тесно. И вы здесь планируете какую-то, может быть, переделку, или если вы в своем доме живете, может быть, какую-то пристройку еще. Ну, может быть, тесно. Королева жезлов, она всегда наводит порядок в доме. На дне колоды отшельник. Здесь может быть совет или помощь от пожилого человека. Может быть, это ваши родители или какой-то консультант. Да, что-то у вас здесь какие-то переживания по поводу вашей семьи или вашего дома. Так, давайте вам совет посмотрим здесь. Совет для тех, кто в отношениях или в браке. Совет императрицы. Тут еще Луна-то может показывать, что у вас уже есть двое детей, а здесь может быть беременность. Ну, вообще, как в совет, императрица говорит, взращивайте ту идею, которой вы беременны, ухаживайте за ней, как за ребенком. Уделите внимание своей внешности, не только заботе о детях, о доме, про себя тоже не забывайте. Ну, а в совет еще занимайтесь детьми и домом. Ну, или вы эти планы давно вынашивали по строительству, ремонту, отделке, но вот что-то все застряло, и, может быть, просто не было финансов. Но в начале этих 10 дней какое-то новое дело вы начнете. Может быть, это как раз касается вашего дома. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, да, старший аркан влюбленные, это встреча, это страсть, это любовь, это притяжение, это желание. Здесь карта говорит, что, конечно, над ними надо работать, но вот совет предупреждения колесо фортуны может говорить, что отношения кармические. То есть это очень важные для вас отношения, и вам здесь нужно будет научиться эти отношения строить. Ну, работать над ними, вот как по восьмерке. Это ведь тоже начало новых, очень перспективных, серьезных отношений. Скорее всего, это произойдет ближе к концу этих 10 дней. Вот тут очень нежная встреча, знакомство, только-только начало. Но это младший аркан, а это старший аркан. И говорят, что для вас эти отношения будут очень серьезные. Причем вот эти две карты говорят, что вы обретете вот эту гармонию и равновесие в вашей личной жизни. Поэтому не упустите эту возможность. Хорошо, для тех, кто работает, четверка жезлов. Ну, тут вообще люди собрали урожай, отмечают. Здесь может быть сдача какого-то проекта. Также, если вы на кого-то работаете, это может быть продвижение по карьерной лестнице. Вообще карта успеха. Конечно, карта показывает, может быть, вы работаете в какой-то сплоченной команде, может быть, работаете из дома. Но вот в деньгах у нас еще восьмерка, то есть это выполнить какую-то работу и
на карточку, например, пришли деньги. То есть это восьмерка, это денежные переводы. Поэтому карта показывает успешный бизнес, процветание, ну и сбор урожая над каким-то проектом, над которым вы трудились. Может быть, здесь сдача одного проекта и начало нового проекта, заказа. А для тех, кто в поиске, да, здесь тоже есть шанс найти новую работу. Может быть, опять же, присоединиться к какому-то коллективу или с кем-то скооперироваться. Потому что здесь все-таки нарисовано 3 человека. Да, это может быть получить новую работу и отметить эту радостную новость, например, со своими родными и близкими. Это может быть какие-то творческие проекты, то есть вы кому-то присоединитесь, или вы, может быть, начнете, а кого-то еще подтянете. Может быть, это вот вообще вот императрица, это какой-то семейный, может быть, бизнес. А еще это может быть работа в каких-то крупных супермаркетах, в торговле. Или здесь карта показывает опять вот какая-то кооперация или слияние и соединение. У нас вот в конце двойка и тройка, да, может быть, вы с кем-то начнете, но потом, может быть, вам нужно будет еще кого-то присоединить, или кто-то предложит свои услуги. То есть начнут двое, а потом это уже будет 3 человека. Ну, как вариант. Потому что и в деньгах здесь какое-то продвижение, получение новостей, денежные переводы. То есть в деньгах здесь идет движение. Может быть, еще траты на какие-то поездки, командировки, переезды. Да, у кого-то здесь может быть смена места жительства. Или на какие-то дела, которые вы планировали. Если кто-то тут начинает, там, например, строительство дома, это, может быть, будет очень много трат на переезды. Здесь еще, знаете, может быть удачный шанс заработать. Это вот что-то связано, например, с Новым годом. Это вот какой-то одноразовый заработок, то есть собрать какие-то подарки, ну и продать их к Новому году. Там, например, с конфетами там какие-то собирают, игрушки туда кладут, и люди на этом одноразово как-то вот удачно срывают куш. Да, потом Новый год пройдет, эти подарки, как говорится, никому нафиг не нужны будут. Но вы вот здесь можете с кем-то заработать вместе, хорошо. Может быть, как раз вот эта карта и показывает какой-то одноразовый заработок. Но это не обязательно. Хорошо, в конце этих 10 дней ложится двойка кубков. Ну, двойка кубков – это партнерство в любом виде. Это партнерство в любви, в отношениях. Это помириться с кем-то, это с кем-то составить договор. Может быть, это договор купли-продажи, аренды, найма, бизнес-партнерство, творческие проекты. Если вы уже находитесь в крепких отношениях, в любовных ли, в дружеских, то у вас есть человек, на которого вы можете положиться. Этот человек всегда вас поддержит, выслушает, поможет. То есть у вас есть единомышленник. Ну, а в совет колесо фортуны, да, она говорит, что вот какая-то удача будет, и вам надо эту удачу постараться поймать за хвост. То есть следите за развитием событий, подмечайте важные совпадения, чтобы вот эту удачу не упустить. Но и в то же время не вовлекайтесь в события и не стройте долгосрочных планов, потому что все может рухнуть. Но это не от вас зависит. Потому что колесо фортуны – это переменчивость. Вот, может быть, кто-то планировал поехать, например, или погреться на солнышке, или покататься на лыжах в горы куда-то, да? Но вот здесь карта говорит, планы могут поменяться. То есть границы какие-то закроют, то ли опять что-то введут. Хорошо, давайте посмотрим для вас советы. Водолей, совет от Веканского оракула. Вторая половина декабря. Это у нас Астара, но она перевернутая сейчас. Защитите себя от импульсивного поведения и не делайте ничего, не подумав. Подождите, пока не придете в более сбалансированное состояние. Хорошо, еще совет у нас от оракула Королевы Луны, Водолей, вторая декада декабря.
Фокус. Ну, фокус мы понимаем, да? Карта советует вам сфокусироваться на том, что для вас сейчас самое важное. Карта говорит, придерживайтесь своей позиции, не слушайте других людей. Кто-то вас может начать отговаривать или что-то вам советовать. Не тратьте на этих людей зря свое внимание. Если вы сейчас совершите ошибку, то это будет ваша ошибка. Но и в то же время она говорит, не пытайтесь решить в это время сразу несколько вопросов. Вот сфокусируйтесь на чем-то очень для вас важном. Эти дела от вас никуда не уйдут, но вы их потом можете решить. Но не сейчас. Хорошо, давайте посмотрим ответ маятника. Маятник, ответьте, пожалуйста, Водолеям, 2-я декада декабря, на их запрос «да» или «нет». Ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.